Для многих Новый год — период волшебства, время, когда хочется верить в сказку. Песик Санек жил на улице, но в канун праздников он тоже ждал, что чудо произойдет. Вот только у некоторых людей очень своеобразное чувство юмора, поэтому вместо праздничных угощений в миску Саньку подбросили петарду. К счастью, пес не сильно пострадал, но он так и не смог понять, почему люди поступили с ним так жестоко. Мы отвели Песика подальше от людей и открыли суповой набор, который принесла для него. Угощение положили в пластиковый лоток, заменявший собой миску. Санек, это имя он получит от меня немного позже, тут же начал есть. Пёс был худой, всегда голодный и страдал от холода. Когда Санек справился с едой, мы пошли к дому, но тут сзади раздался смех, а затем хлопок. У моих ног упал пластиковый лоток, из которого еще минуту назад ел пёс. Сам Санек бросился бежать к гаражам. Обернувшись, я увидела подростков, которые потешались над происходящим. «Ну ты, Вовка, даёшь». Видел, с какой скоростью он улепетывал. Забавлялись подростки. Я была в ужасе, ведь петарда попала просто в миску, из которой ело животное. Своих я отправила домой, а сама пошла к гаражам, где через время мне удалось найти испуганного пса. Санек буквально вжался в стенку одного из гаражей и тихо скулил. Пёс трясся от страха, было слышно, как у него стучат зубы. Я осмотрела его, но было достаточно темно, поэтому никаких следов травм я не увидела. «Бедненький. Как же я тебя тут оставлю теперь?» К счастью, место для Санька нашлось в зоогостинице. Обнявшись, мы с Саньком ждали, когда за ним приедут. Поводка на животном не было, но он не сделал ни одной попытки уйти, наверное. Моё присутствие придавало ему спокойствие. Когда за псом приехали, мы вышли на освещенную улицу, и я заметила, что он все же пострадал от петарды, но, к счастью, все было поправимо.